Друзья, привет! Аслан Карацев. Аслан, здравствуй. Для нас сегодняшний день очень важен. Я думаю, что для тебя тоже. Возвращение в тур после очень долгого, тяжелого перерыва. Я не хочу сейчас про матч спрашивать. Я хочу спросить, как ты? Как ты себя чувствуешь? Как нога? Как колено? Какие эмоции? Я очень рад, во-первых, находиться на этом турнире. То есть был большой перерыв, 3 месяца. Мне вообще говорили полгода. То есть и я как-то успел восстановиться за 3 месяца. Начал тренироваться где-то 1,5 месяца назад, уже вышел на корт. И я рад, то есть не ждать полгода, то есть приехать уже на Мастерс. И я бы сказал, я не так уж плохо играл, то есть у меня были шансы. Но сама атмосфера, первый матч, и осталось только играть больше матчей, и все. Про матч мы еще поговорим. Да. Давай так. Про момент травмы. Это на самое начало года, самое начало сезона. Мы все видели кадры, эти фотографии, за тебя очень переживали. Как ты сам пережил этот момент, и когда понял, что нужно оперироваться, когда услышал вот эти слова про 6 месяцев? Мы были в шоке, когда мы тебя сегодня увидели. Вообще, не сегодня, когда в сетки вышли. Когда увидели твою фамилию на тренировочном корте, мы не верили своим глазам. Мне сначала, когда я получил травму, мне в больнице сказали, все нормально, как бы недели 2 поболит, и все. Я как бы выдохся, обрадовался. И потом мне врачи в Австралии говорили, что нужна операция. Там 3 врача я обошел, мне сказали, нужна операция. В итоге я послал свои снимки в Лондон, Германию. Сказали, не нужна операция. То есть я был в таком подвешенном состоянии, в итоге я решил поехать в Германию, то есть, чтобы врач увидел вживую. И я прилетаю, он мне протестировал колено и говорит, нужно лучше сделать операцию, потому что ты профессиональный спортсмен, вдруг что, вылетит и так далее. Ну и когда он сказал полгода, я, конечно, подгрустил немного, но я начал тренироваться, то есть мне сделали операцию, я там ходил в зал, играл там сидя на корте. Долгий, нудный процесс. Самый сложный такой промежуток в твоей жизни. Да, можно так сказать. Но я был дома, это меня спасло. То есть 3 месяца достаточно быстро пролетело. И я рад вернуться в тур. С другим, даже, наверное, ощущением. Ценишь сейчас теннис немножко. Каждую секунду. Да, прям наслаждаешься. Это прям, знаешь, на самом деле видно. Расскажи про вот этот процесс восстановления. Потому что я знаю, что многие игроки пытаются ускорить его. Вам же говорят, нельзя, а вы, все-таки хочется, вроде бы уже не болит. Я сделал с физио, Иди, его зовут Иди. Он раньше работал Шаповалом, он с Южным долго работал. И он со мной был 3 месяца. И я у него спрашивал, слушай, точно мы едем? Он говорит, 100%, будь уверен, нога готова. И 3 месяца, каждый день мы занимались 3 месяца. На протяжении 3 месяцев, каждый день с ним. И он мне очень сильно помог, то есть все время разрабатывал ногу в бассейне. То есть нудный процесс, но дало результат. Помучаю тебя по поводу матча. Да, Мы с Сашей наблюдали за встречей. Давай про первый сет. Были возможности все-таки первую партию забрать? Были сетболы. Их было много. Игровая практика, да, вот не хватает именно в этих моментах игровой практики? Я думаю, что я чуть-чуть засомневался. Я так думаю. Но я со стороны еще не смотрел на матч. Но первое ощущение было такое, я начал задумываться. То есть сейчас закрою там первый сет и... Мысли, да, пошли? Да, и 11 сетболов, то есть я пытался продолжать играть, то есть я проиграл сет, во втором сете проиграл с брейком, отбрейковал. Я думаю, меня подача подвела немного. То есть там процент первой подачи был, я думаю, 50, где-то 52 я смотрел. У него в первом сете 70, во втором 60 чем-то. Я думаю, это сыграло роль. А во второй партии тоже все было на самом деле очень близко. И был какой-то момент, что сейчас казалось, возьмешь, перевернешь, и мы увидим третью партию. Что тебе в самой концовке не хватило? Опять тайбрейк? Он вначале очень хорошо играл в каждом партии, он то есть подавал прилично. Но я ждал вот этот решающий момент, где-то его зажмет, в итоге и меня зажал. И не сложилось. Я не могу больше ничего добавить. А какие у тебя планы дальнейшие? Что играем? Где мы тебя увидим? Рим, Женева и Ролан-Гаррос. Понятно. Но форсировать события как бы тоже не будете? Или ты будешь стараться играть все, что только возможно? Нет,
хотя бы чуть-чуть поиграть. Ну, поиграй, пожалуйста, чуть-чуть. Нет, ну, слушай, это хорошие большие турниры. Но, знаешь, а вот мы недавно общались с Кареном Хачановым, он рассказывал, как он восстанавливался после травмы, и он сказал, что настолько не хватало матчей, что играл просто все. И уже тренер говорили, что подожди, ну давай чуть-чуть пропустим там Азию, не надо все подряд. А он прям хотел. У тебя сейчас вот есть вот это ощущение, что ты так соскучился по теннису, что вот любой турнир я готов? Но, может стать, я голодный. Мгм. То есть я выхожу на корт, я получаю удовольствие от самой игры. То есть я не хожу там поникший, не важно, что я проиграл 11 сетболов, но я вышел на второй сет, то есть новые мысли, свежие. И я пытался играть просто каждый мяч, то есть получать удовольствие. И я думаю, я голодный. Очень круто, что мы... Такое ощущение, вот у меня лично, что мы сейчас видим нового Аслана Карацева. Да. Вот это, знаешь, ощущение и твое отношение к теннису, оно немножко, да, поменялось. Пусть все получится, пожалуйста, у тебя, ладно? Спасибо. Все. Друзья, Аслан Карацев, рады видеть снова в туре.